Конечно, вы хотите, чтобы мы его спалили. Сегодня мы его спалим. Обязательно в нашем магазине динамик должен сгореть. Всем привет! У нас тест фиолеток, сегодня так называемых. Это итальянский 18 Sound 6MD410. Оригинал, можно сказать, потому что очень часто то, что появилось после них Loud Sound F13 и впоследствии Pride, MD Lab и Kicks называют подделками, но это не совсем так. Сегодня я вам расскажу предысторию, как были произведены F13, как они реинкарнировались вот в виде Kicks, Pride и MD Lab. На тесте у нас, к сожалению, Pride нет, с ним какая-то мутная ситуация. Во-первых, как оказалось, Pride Violet это не Pride, это просто Violet. И ну, здесь, наверное, можно понять, возможно, Эдик там смотрел дальше, вот, создатель этих, человек, который их привез в Россию, да, и опасался судебных каких-то претензий со стороны 18 Sound, потому что в динамике на самом деле не один патент зарегистрирован, это очень уникальные динамики, не зря они одни из самых громких в мире. Если вы заметите, Loud Sound F13 также назывались не Loud Sound, там было на коробке написано Loud Sound Tested, назывались динамики просто F13. И давайте начнем с главного, это с денег. И дальше я вам расскажу, как были созданы F13 и как, по моему мнению, созданы вот эти динамики. Итак, про деньги. 18 Sound у нас по-прежнему самый дорогой, и стоит он чуть ли не в 2 раза, чем аналоги. 18 Sound у нас единственный из всех аналогов 8-омный, все остальные у нас 4-омные. Стоит он порядка 17-18 тысяч, и он до сих пор продается, что для меня лично удивительно. Он, возможно, чуть-чуть лучше. Сегодня мы это посмотрим на микрофоне. Я также хочу вам напомнить, что недавно наши друзья, коллеги из Москвы, студии «Медведь», Максим Коростылев, он снял свой тест, свой обзор этих динамиков. С обзором, обзор мне понравился, тест немножко, я считаю, необъективным. В принципе, нормальным, но там есть до чего докопаться, мы сделаем немножко по-другому. Поэтому долго крутить их в руках и рассказывать про внешний вид, про конструктивные особенности я не буду. Посмотрите его обзор, он в принципе неплохой. Мы сегодня послушаем через микрофон АЧХ, сравним, и общую громкость. Немножко по-другому это сделаем, будем направлять на сами динамики. Итак, вернемся к цене. 18 тысяч у нас стоит 18 Sound. Немножко неправильную цену Максим в своем обзоре указал на MD Lab. MD Lab, он там, по-моему, говорил в районе 12 тысяч, он дешевле гораздо, он стоит порядка 8 тысяч. 9500 у нас стоит Pride. Он это тоже указал, на что возмутился Эдик, тот нам уже известный хорошо создатель Pride, написал ему там в комментариях, с его слов я сам не читал, написал, что на самом деле они стоят 7400 в розницу. Но он справедливо заметил, что купил он их сам за 7500. Какая-то цена дилерская, оптовая или розничная, я не знаю. Я позвонил сегодня дилеру Pride по Краснодару, и он мне обозначил цену в 9500. Поэтому какая на самом деле цена на Pride Violet, я не знаю. Kicks у нас стоит также от 9 до 9,5, 9200, 9400. F13, я, к сожалению, должен сказать, их пока не будет. Я не знаю, в ближайшем обозримом будущем они не планируются. Но чтобы быть честным, если мы сейчас привезем F13, это будет вот Kicks с другой наклейкой или Pride. Возможно, будут какие-то отличия. Мне с точки зрения выгоды невыгоднее продавать F13, чем тот же Kicks или Pride, если бы они были. Но вот их, по-моему, уже нет, раскупили все. Их сегодня у нас в обзоре нет, можете посмотреть обзор Макса. В принципе, это практически то же самое, что и Kicks. В принципе, это практически то же самое, что F13. И чтобы рассказать вам, почему это так, я сейчас расскажу, как были созданы F13. F13 были созданы с помощью наших друзей из Альфард. Был выход на Китай, на завод, где производились тесты, было использовано несколько подвижных систем в сборе, а отдельно колпаки тестировались, разные отдельно катушки. Что-то горело, что-то играло тише, чем 18 Sound, какие-то магнитные системы перегревались и так далее. В общем, там с 7 или 8 попытки были созданы динамики, которые были впоследствии названы F13, и они были не хуже 410-х. В чем-то лучше. У них была крепче катушка, у нас были возвраты по ним, у нас были ремонты, катушек спаленных там были единицы. Я помню одну или две, возможно, кто-то еще полил. Больше было на 410-х даже спаленных катушек, чем на F13. То есть там были катушки крепче. Была проблема по подводящим, были примерно 2-3 динамика из 50 был обрыв подводящих, это копеечный ремонт, и мы очень много удовлетворили претензий по гарантии.
Ну, кто-то чинил сам, это недорогой ремонт, там обрыв подводящих происходил. Во всем остальном динамик был по максимальной громкости чуть-чуть тише, чем 410, но более детально воспроизводил верха. Он более детально воспроизводил женский вокал. Ну, лично мне было приятнее слушать F13, но надо признать, что 410 были громче. Итак, мужик, который китаец, я не знаю, как его назвать, который работал вот на этом заводе, который знал секретную формулу F13, выстраданную, он с этого завода уволился, сейчас он продает эти динамики. Можете произвести их, если у вас есть выход в Китай, если вы знаете этого мужчину, вы можете произвести их под вашим брендом. Это будет успешный динамик. Они будут немножко отличаться, потому что вы можете поменять колпак, вы можете поменять цвет диффузора, подводящий, все остальное. Это все будет влиять на громкость. Даже покрытие корзины, там вот кто-то наносит антирезонансное, кто-то делает гладкое, как у 410. Это все влияет, но отличия минимальные. Все динамики, которые у нас на тесте сегодня, я вам сразу хочу самый главный вывод сделать. Вы можете купить любой из них, и разница будет незначительная. 410 будет, наверное, громче, чем все они, но она будет в 2 раза дороже. И, как я сказал уже, это удивительно, но их покупают до сих пор. Люди переплачивают эти там 9-10 тысяч за разницы за 410-ю. Но они получают продукт гораздо более качественно собранный. Если мы разберем вот любой из этих динамик, мы увидим не очень аккуратный клей. Сборка более качественная в Италии, и если вы разберете динамик, вы это увидите. Также мы ответим сегодня на очень такой вопрос. Вот MD-Lab все увидели, что вот эти сетки идиотские, на мой взгляд, они вживлены в динамик, они приклеены. И у нас возникает 2 вопроса сразу же. Можно ли их безболезненно снять? И будет ли динамик играть громче без этой сетки? Мы сегодня на микрофон проверим с сеткой, потом используем наши навыки вандализма, снимем эту сетку и попробуем, какое давление, уровень звукового давления у нас будет без сетки. Опять он кашляет. Сегодня мы ответим вот на вопрос. У нас есть 3 динамика, вот что бы купил я. Если я сейчас буду ставить себе середины, F13 нет, поэтому в предвзятости меня никто не обвинит. Мы посмотрим, что у нас, стоит ли переплачивать за 410-ю, сравним Kix с MD-Lab, узнаем, отдирается ли сетка на MD-Lab, и привлекательность этого динамика тогда уже будет в разы лучше. Ну и про Violet мы слушали уже, даже сравнивали их в лоб с F13 и с Kix, поделимся с вами впечатлениями. Я надеюсь, нас тоже в предвзятом отношении здесь никто не обвинит. Здесь у нас нет никакого смысла кого-то обманывать или там привирать или приукрашивать что-то. У нас микрофон вот приделан на качественную изоленту. Мы будем направлять его с расстояния, с одинакового. Ножки у нас будут стоять по линии. Вот здесь будем направлять в каждый динамик, чтобы он смотрел прямо в колпачок. Ну и, соответственно, для каждого замера будем перемещать микрофон, чтобы у нас замеры были максимально объективными. Микрофон мы по-прежнему используем SPL-Lab RTA метр. Вот оно у нас программное обеспечение. Это у нас SPL-Lab RTA вкладка. Мы здесь будем видеть пиковое значение. Здесь будем видеть амплитудно-частотные характеристики. То есть какая-то одна из частот у нас будет самая громкая. Здесь мы будем видеть ее громкость. И здесь слева у нас будет среднее значение по всем частотам. Микрофон у нас на равном удалении от динамиков. И Тёма будет его передвигать при каждом замере. То есть вот сейчас он будет направлен. Начнем с какой? С 410, да? Начинаем с 410. У нас микрофон ровно в колпак направлен. И дальше Тёма будет двигать. Громкость одинаковая. И потом я скажу, какие выводы. Так, у тебя громкость выставлена? Тёма тогда снимает с паузы. Я здесь делаю замер 10 секундный. У нас идет здесь усреднение значений, то есть устаканиваются АЧХ, и мы видим реальную картину, что динамик нам воспроизводит на розовом шуме. Сейчас. Ага, давай. Так, видим средняя по всем частотам 90 дБ и пиковая 106,8 у нас на 4300, 4320. Передвигай на Kix. Следующий у нас Kix. Давай.
Также средняя у нас 90 получилась по всем частотам 103,1. Максимальный пик на 4600. Выше. Так, это Kicks. На 3 дБ тише, на частоте выше. Ну, средняя одинаковая. То есть он где-то вылазит частоты выше, чем у 410. Суммарно у нас средняя получилось такое же. Так, и давай передвигай на MD-Lab. Поехали. Кнопка, блядь. Тёма, я уже по датчику вижу, когда ты... Так, Тёма кнопку не туда жал, я это сразу увидел по цифрам. Так, давай, включай. Он-то передвинул все правильно, а динамик у нас работал Kicks. Опять. Кнопок слишком много. Все, готов. Нажимай. Да. Так, таким образом, MD-Lab у нас показал 105,5 на 4320. Прям та же частота. 105,5 на 4320. Абсолютно та же частота, что и у 410. Он показал на почти 1 дБ тише. А средняя у нас была выше, чем у всех. 92 дБ. Средняя по всем частотам. Вот таким образом у нас получается, что... Тёма, что бы ты купил? Тёма, я знаю, что купил, он уже не раз это делал. Тёма так и спрашивали, как он устроился в магазин Loud Sound. Он у меня купил, я не помню сколько пар 410-х. Я бы купил 410-ю, ну... Вот из хера ли ты купил бы 410-ю? Если MD-Lab ты... Если... Хорошо, вот смотри. Мы сейчас покупаем 410-ю, она громче. Для понимания, она 8-омная. То есть то, что мы сейчас увидели в динамик, ну, у него сопротивление выше, ему сейчас залетало меньше мощности. Ну, я не думаю, что на практике он будет в 2 раза громче. У них 2 раза громче. Он будет чуть громче. На улицу отдача у этого динамика. Ну, вот этот динамик у нас стоит 8000. Этот 18. У нас остается 10 000 рублей. Ты уверен, что ты купил бы 410-ю? На улицу у этого динамика среди этих отдача самая большая. То есть, когда у машины двери открытые, и ты отходишь от машины, то эти динамики начинают пухнуть уже звук. Хорошо, а теперь мы считаем этот 2 штуки. Можно 2 пары. 2 пары вместо одной пары. Это, да. 16 000, и у вас останется еще 2000 рублей. Мы будем говорить как есть. Конечно, можно хочется... Можно бушный за 10 лет. Да, ну, бэушный нормально. Давайте говорить как есть. 410-ю купить хочется, она итальянская, но 10 000 рублей это очень серьезная разница, очень серьезная. И разницу мы видим почему. Когда-то они стоили 9200, если мне память не изменяет, в розницу, потом они стали стоить 11. Что ты хочешь? Он там палит. Что ты палишь-то? Я и спрятался. Они стоили 9200, потом 11, потом 10 800, я даже цены до сих пор помню. Потом 12 400. Короче, цены росли с ростом евро. Понятно, что они выросли в 2 раза, и сейчас они стоят 18. Вот вам та же цена в 9000, которая была когда-то. Эти динамики нам приезжают из Китая. И я на самом деле, вот я так скажу. Подожди, мы не послушали MD-Lab беседки. Давай, отрывай ее. Люди хотят это посмотреть же, наверное. Мы уже это сделали, но сейчас сделаем при вас. У нас есть вот сетка, и мы уже знаем, что она снимается не так и сложно. И повредить подвес практически невозможно. Ну как, я думаю, можно это сделать. Это лучше приклеено? Ну, если это безболезненно проходит, я бы рекомендовал их снимать, они тогда и в установке проще. Но в принципе кто-то будет пользоваться и так. Почему такое решение они приняли? Я думаю, что это Китай стайл. Вы там что-нибудь заказываете, вам показывают, что получится, а потом, когда в производство это отдают, там происходит совсем все по-другому, поэтому доля везения должна присутствовать. Я уверен, что это решение обоснованное, но обоснование ему, скорее всего, придумали после того, как получили эти динамики. Очень часто бывает, когда вы с Китая что-то получаете, люди понимают, что это не соответствует тому, что тестировалось, и потом придумывают объяснение. Наверняка есть какое-то объяснение, зачем встраивать сетку так, чтобы люди не смогли ее снять.
Ну, даже Тёма что-то не очень у него хорошо получается. Ну, я думаю... Наебнул уже. Наебнул, посмотрите, все, эта сетка уже... Подожди, давай аккуратненько. Сурен сделает. Так, что, ты сломал динамик? Ну, отклеился. А ну-ка, давай, вандализм. Короче, Мы... Вот, пожалуйста. Короче, если феном нагреть, то можно снять. Ну, Это ё- термоклей. Давайте, пишите уже, вот сейчас прямо. Да лучше бы мне отдали. О, смотри, да, тайна. Вот что будет, если вы рукожоп и не умеете смотри, снимать Да, динамики. причем, вот. Не, ну да, Тёма только ну, на 50% рукожоп, поэтому 50% этого комплекта он нормально разобрал, а 50% я помог. Конечно, мы порвали подвес, но я думаю, Разломаем? заодно узнаем, есть ли у MD Lab подвижки в сборе. Вот, это у нас был MD Lab, сейчас это будет уже кастомный динамик. Давай тогда... Я не знаю, стоит ли теперь проводить тест. То есть мы один разобрали, он нормально разобрался. Нам было интересно, играет ли громче динамик без сетки. Или давай перекрутим. А зачем перекручивать? Давай переставим микрофон просто. Да, и проверим, насколько динамик, показания, насколько будут отличаться без гриля. Вот. Не повторяйте это дома, только если вы не купили динамики за свой счет. Если вам деньги на динамики дал папа и вы проделаете это, можете получить от него пи***. У нас, слава богу, высшая инстанция, которая может дать пи***, это я. А я его сломал сам. А что это у нас такое, кстати, смотри. Испачкан, да, чем-то? Видишь? Китайский маркер. Это какая-то метка. Что, давай? Может, они так помечают динамики, которые нельзя разобрать. Так, микрофон ты направил? У тебя громкость там стоит, все? Да. Я напомню, MD Lab в стоке у нас показал 105,5 в пике и 92 средняя. Попробуем повторить без гриля. Средняя у нас получилось 93, ну громче на 1 децибел. И тут 105,4, то же самое. А частота, сейчас посмотрим, была 4,320, теперь 4. Ну вот это вот разница незначительная, но она есть. 4,320 у нас стало тише. Я не знаю почему, потому что динамики может разные. Но вот цифры у нас без гриля то же самое получается. Поэтому на вопрос мы ответили, влияет ли гриль на громкость. Практически не влияет, есть какие-то погрешности. Итак, у нас первое место по громкости, но не по выгодности покупки, занимают 410. Кик с MD Lab я бы поставил в один уровень. Конечно, MD Lab чуть-чуть громче и на слух, и на датчики. Я не знаю, какие у Макса были, если честно, не помню. А ты не помнишь у Макса, какие показания были? Они там мерили. Сравните, если интересно. Я вот даже не смотрел, чтобы как бы не ориентироваться на них. Если у нас не совпало, то тролльте или нас, или их, я не знаю. Мы проверили как смогли. Объективен ли этот тест? Нет. Я не считаю, что это объективно, потому что динамики разного сопротивления в любом случае, ну, та же 410, а MD Lab и Kicks там примерно одинаковое сопротивление должно быть. Но все равно динамики по-разному всегда себя ведут при разной подаваемой мощности, при разном объеме. Поэтому у кого-то в автомобиле один динамик может заиграть лучше, громче, качественнее. В другом автомобиле он может себя проявить по-другому. Но вот та информация, которую можно вытащить, мы попробовали вытащить. Мы вам ее дали. А дальше вы сами думаете. То есть, по сути, у нас сейчас на рынке есть 3 динамика, доступных к продаже. По Виолет, я не знаю, надо определиться, есть ли там действительно наличие, какая цена, то есть по ним какая-то непонятка сейчас. MD Lab вы можете сейчас купить, и они есть. И купить их, по-моему, выгоднее всего, они самые дешевые. Kicks у нас чуть дороже. Их очень малое количество пришло. У нас их 20 пар, даже уже меньше. Больше их, не знаю, когда будет следующая партия. По-моему, говорили, там очень не скоро. 410 также в наличии. Гурманы, ценители итальянской сборки и те, кто хочет чуть-чуть громче, но гораздо дороже, могут по-прежнему приобрести 410. Вот все эти динамики в наличии у нас в магазине. Вы можете их купить, заказать. Вот извините, конечно, за вандализм, за такое, но мы должны были это проверить. Просто видите, как вот сейчас бы мы сняли сетку одну и сказали бы, снимайте смело, все нормально.
но вот через раз. Вы видите, куда приклеена сетка, так же как в случае с Edge. Она приклеена прямо на подвес. Видите, вот на подвесе клей. И отдирать надо очень аккуратно, если вы будете снимать сетку. Прогревать лучше, конечно. Я думаю, если прогреть, то этого можно избежать. Но не забывайте, что здесь второй слой клея под подвесом, который держит подвес. Можете прогреть и его. И насколько будет легче отодрать от верхнего клея, настолько, возможно, и легче отойдет нижний. В любом случае динамик ремонта пригоден. То есть здесь, вот если бы я не дернул и вот не порвал бы вот подвес в этом месте, в принципе его назад приклеить никакого труда не составит у мастера. Самим я вам не рекомендую это делать. Поэтому, если очень хочется снять сетку, снять вы ее можете. Смело победителем сегодняшнего теста можно назвать кого? Дружбу? Тёма пригрустил что-то. 410, говорит, я бы купил. Вот как бы ты купил 410 и 10 штук бы переплатил? 10, блядь, тысяч. За что? Ну я бы их дешевле купил. Ну ты бы их дешевле купил, ага, на 8 тысяч. На сколько бы ты их дешевле купил? Бэушные? Ну если ставить много пар, то... Вот оно, видите? Вот лицемерие в чистом виде. Вот, видите? Человека, который говорит, я бы поставил 410. И вот, смотрите, вон F13 стоит, тринашка, видите? Что там стоит, Тём? 410 там стоят. Чисто от лицемерия. Что-то свалилось, надо починить. 10 пар Тёме тихо уже. Ну Тёма и сам уже не обладатель самого острого слуха. Так, обещали не показывать, обманули, покажем. Стало интересно сравнить подвижную систему с 410 с прародителем. Посмотрим, что тут намудрили им дела бы. Аккуратно разбираем, чтобы еще не порвать сильнее. Хотя куда уже сильнее? Заклеить ничего страшного. Так, я не знаю, как аккуратно. Я не очень разбираюсь в этом. Аккуратно, это не мое второе имя. С самого низа. В смысле? Хочешь ты это? А что, они реально не отклеиваются, да? Посетители группы ЧВ Ёбаный. плачут. Почему ЧВ? Ну хуй там обычно. Какой из них? ЧВ группу уже наплодили школьники. Так, вы готовы? Оп. Катушка меньше. Это с F13, по-моему, катушка. Это намотано плоским проводом, 2 слоя. Ой, точнее круглым. Обычно. А тут очень тонким, но намотка чуть-чуть выше, по-моему. 410 намотка. А нет, такая же. Плоский провод на ребро, 1 слой. Колпак вот от F13, это он. Это не такой же, это именно колпак от F13. Он меньше, чем 410 и мягче. Вот за счет этого характер звучания немножко другой. Здесь такой дубовый колпак. Так, в принципе, практически одинаковые подвижки. Подводящие другие. Да, подводящие вот эти на 410-х постоянно выходили из строя, очень часто в ремонт попадали. А вот эти покрепче. Это тоже F13. Вот это в принципе F13 есть, только с сеткой. И у нас здесь болтов, по-моему, больше. В F13, по-моему, 3 болта было закручено. Здесь все отверстия задействованы и приклеен логотип. Так, в принципе, это она и есть. Так, еще раз, что мы купим, Тёма? 13. F13 только бэушные, и все. Сидит такой возле торнадо, что мы купим? Палево. Где? Так, торнадо. Торнадо, кстати, коробка самая красивая. Да, самая красивая коробка у торнадо, про это мы не сказали. Это они молодцы. Но эти коробки все одинаковые. Если у вас магазин автозвука, то вы заебитесь. Там, да, буквами пара отличий. Короче, выключай, это уже не интересно. Конечно, вы хотите, чтобы мы его спалили. Сегодня мы его спалим. Обязательно в нашем магазине динамик должен сгореть. Нормально, да, говорит? Тёма, как ты считаешь? Лак воняет. Короче, давай, пока не сработала пожарка. Я не знаю, 410 может и лучше горит, но Катушка держит. в принципе неплохо. Тупо обмянем ее,
Вы сгорели там нахуй. А ну добавь еще дымчик. Бля, это пропитка 600 рублей стоит. Хорош, хорош, У хорош. вас тут бери, сейчас горят. Ну, воняет. Друг, ты должен теперь баллончик на новое. Там еще, блядь. Алло, Сурен. Динамик надо починить. Ну, сгорел. Не, ну он не сильно сгорел. Катушка целая. Шайба и диффузор. И подвес надо заменить. Сможешь? Хорошо, я тогда не выкидываю. Да, да. MD-Lab есть, только после ремонта. Еще не починили, сейчас в ремонт отдадим. Да, ну, со скидкой. За 7000. Не сильно горел так. Чуть-чуть сгорел. Катушка целая была, там буквально шайбу чуть-чуть повредила и диффузор заменили. Да, подъезжайте. Через день будет готов. Алло, MD-Lab, да? Компания, мне нужен исполнительный директор. Динамики неплохие, сгорел, правда, на тесте. Да, мочи не вливали вообще, взял, просто сгорел. Ну, катушка целая, так, шайба сгорела, диффузор сгорел. В смысле, ну вот так. Так вот, посмотрите, мы пока дурачились, все это время шайба тлеет. Чтобы было понимание, как у вас может случиться пожар в машине, видите, она тлеет до сих пор. В принципе, в пожар это превращается редко. Очень часто подводящий, когда у вас обрывает, у вас появляется искра здесь, она поджигает шайбу. И у вас как бы, вы можете перепутать дым от пожара с дымом вот тлеющей шайбы. Если она там дойдет до бумаги и зажжет бумагу. То есть, грубо говоря, после обрыва подводящих, когда вы послушали музыку, у вас появилась искра и пошел дым с сабвуфера, вы решили, что у вас саб сгорел. Я вам настоятельно рекомендую саб выкручивать всегда, видите, она тлеет до сих пор, и смотреть. Возможно, у вас произошел обрыв подводящих, была искра и загорелась шайба центрирующая. Вот тлеть она может долго, и вы даже не узнаете о том, что у вас случится пожар. Он может случиться там через 5 минут. Мы вот тут дурью маялись сколько, минуты 2, она до сих пор тлеет. И эта шайба маленькая, представляете, да, на сабвуферных шайбах, которые не одинарные, там бывают часто двойные там, или 3 двойных. Может случиться очень серьезный пожар, поэтому вот будьте всегда бдительны, выкручивайте саб после поломки, смотрите, что с ним получилось, тем более, если вы видели дым. Микрофон мы используем по-прежнему MD-Lab. Ой, MD-Lab, блин. Запас максимальной громкости у него был чуть ниже, но да ёб... Надо снимать вот без этого, потом снимаю, и там кто-то пердит, рыгает, там начинает что-то искать, жужжит шуруповертами. А? Да, там то кликает, то в микрофон. Телефон жужжит. Ну так нажми просто на нем боковую кнопку, он перестанет жужжать. Что нажато, я говорю, когда звонит, нажимаешь сбоку кнопку и все. Есть сетка. Опять он кашляет.